Привет, с вами Алена, и сегодня я покажу обработку вот такого расковыренного пальчика. Самое интересное в данной ситуации не то, что он расковырен, а то, что это пальчик мастера моей студии. Как выяснилось, вот она у меня такая ковыряшка на нервной почве, потому что у нее еще есть вторая работа. В общем, мораль сей басни такова: если много работать, будет дырка в пальце. Ну, потому что действительно человек на нервной почве, на стрессе, на постоянном напряжении куда-то пытается это скинуть и вот наковыривает себе палец. Она хотела наращивания, а я сделала ей маникюр без покрытия, потому что таких пальцев у нее было много. Я показываю один из них. То есть везде была вымученная кутикула, ну, то ли снятая, то ли оторванное где-то покрытие, или что-то отвалилось. Короче, ситуация тут немножко не ясна. Но самое дурацкое, что она действительно, будучи мастером, понимая все последствия, полностью осознавая на 100%, продолжает ковырять. Вот такое вот ничего себе. Я даже не знаю, как это объяснить. Хотя это не первый случай, когда мне попадается мастер, который себе вот таким образом вредит. У меня как-то была девушка-грызун. Она тоже мастер маникюра из моего города, и мы с ней также познакомились в интернете, и я взяла ее на отработку модели, потому что у нее все ногти были сковырены и изгрызены, то есть было очень маленькое ложе, мы ее постепенно восстанавливали. Я там на ней тестировала разные системы работы с грызуном, от акриловой до полигеля, гели и даже до наращивания базой. Но, в общем, спустя энное количество манипуляций мы все-таки смогли отрастить ей ногти и привести ее ручки в порядок. Но она честно призналась, что ей нужна чья-то помощь, и чтобы над ней взяли, ну, типа как шефство, что ли. То есть, чтобы я контролировала ее, там, спрашивала, смотрела, если где-то нужно, ругала. Иногда людям такое необходимо. То есть, если они сами не могут взять себя в руки, им нужно помочь. Но я, конечно, не уверена, что это прям вот конкретно моя работа. Я уже говорила в одном из последних видео, что все-таки я думаю, что такие вещи должен делать психолог. Но несмотря на то, что очень большое количество людей попросили телефон моей мамы после того видео, я знаю, что еще большая часть наших клиентов болезненно реагирует на предложение обратиться к психологу, думая, что их записывают в Лигу сумасшедших. Естественно, это не так. Кстати говоря, вы вообще знали, что психологи работают со здоровыми людьми, с больными работают психиатры. То есть психолог – это который с вами будет только разговаривать и посредством объяснений или каких-то убеждений до вас доносить информацию. Я надеюсь, что я правильно выразилась. А вот психиатр уже будет использовать медикаменты, потому что там объясняя, это дело уже работать не будет. А у нас, кстати говоря, здесь небольшие проблемки, небольшая залипушечка. Вот посмотрите, я сейчас потихонечку открываю карман, но далеко я не лезла, потому что мы все помним, да, с вами, что большой палец товарищ очень опасный, так как там часто бывает больше лунула, его и ковыряют намного чаще, короче, ему меньше по жизни везет этому пальчику. Поэтому мы с ним всегда работаем аккуратнее. И помните, что если вы куда-то не можете подлезть или что-то зачистить, у вас не получается, тот супер чистый макро-результат, как в Инстаграме на фото, ну и не надо его делать. Не в этот раз, так в следующий. Надо постепенно и действовать только тогда, когда ты точно уверен, и совсем-совсем понемножку, а не так, что я видела в инсте, кутикула раскрыта по локоть, значит, я буду делать так же. Вот после таких вот убеждений себя потом встречаются всякие пропилы и всякие неприятные травмы. А вы посмотрите, какая здесь болячка, то есть она глубокая, грубая, ее очень сложно зашлифовать, и моя задача была сделать так, чтобы при следующих попытках поковырять эта самая болячка, она у нее просто не зацеплялась, то есть там вот эта вот корочка, она ее сковыривает, корочка опять образовывается, то есть это вообще замкнутый круг, который, ну, почти невозможно прекратить. Я в таких ситуациях предлагаю делать шлифовку, то есть спиливаем все очень-очень грубой толстой фрезой, грубой фрезой, да, например, там синий какой-нибудь, красный, ну, короче, той, который спиливает. А потом все это дело зашлифовываем. У меня сейчас бутон с желтой насечкой, то есть шлифуем до тех пор, пока не станет гладко, и всегда проверяем тоже своим пальцем, если там за что зацепиться. Ну и, конечно, объяснение клиенту долго и мучительно, 100-500 миллионов раз или сколько понадобится, о том, что необходимо все-таки немножко думать о себе. И вообще самое главное, знаете, что нет ни одной ситуации в жизни, где можно
сказать: ой, блин, ну слава богу, я ногти ковыряю. Ну нет же, правильно? То есть это, в принципе, нигде не может себе помочь. Соответственно, это бессмысленные, деструктивные действия, которые лучше не совершать. Ну, пока вот такой вот неглубокий маникюрчик мы сделали. Да, я вижу, там немного недочищено, но цели такой не было. Я хотела зашлифовать ранку. А что думаете вы?